Дорогие друзья, сегодняшнее видео – это ответ на часто задаваемые вами вопросы в комментариях. Почему ваше тесто течет, почему оно такое непослушное, жидкое, растекается, и вы никак не можете с ним справиться. Да, действительно, я люблю готовить хлеб из более влажного теста, оно намного более жидкое, а иногда прям текучее. Но для выпечки такого хлеба нужен некий опыт. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного хлеба, который я пеку постоянно. И мы приготовим его сегодня на более плотном тесте, с которым справится абсолютно любой человек, даже новичок. Сегодня готовим на свежих дрожжах, и этот хлебушек, как вы уже знаете, если вы следите за мной и моим каналом, и моим инстаграмом, всегда в наличии у нас дома. Ну, давайте испечем этот вкусный хлеб. Готовится этот хлеб легко и очень быстро, и он довольно компактный для того, чтобы хранить в морозилке. Но эта обсыпка из всевозможных семян делает его неповторимым и очень вкусным. И сегодня у меня максимально упрощенный рецепт из довольно плотного теста, с которым легко справиться, с умеренным количеством дрожжей для того, чтобы приготовить этот хлеб за несколько часов. Тесто будет состоять из двух видов муки: белой пшеничной высшего сорта и цельнозерновой спельтовой или полбяной. Это одно и то же муки. В общем-то, у нас цельнозерновой хлеб, но для пышности приходится добавлять белую муку. Ну и для вкуса, конечно. Итак, сегодняшнее тесто у меня 75% влажности. То есть на 1 кг муки, пополам белая и цельнозерновая, идет 750 грамм воды. Я буду использовать около 17-20 грамм свежих дрожжей. Они должны вот так ломаться. Это признак свежести. Если они как пластилин, значит они уже полежавшие. В небольшую мисочку отправляем дрожжи. И из отобранных 750 грамм воды вливаем к дрожжам на глазок 100 или 120 грамм воды. По желанию добавляем половину столовой ложки сахара. Перемешиваем. И из подготовленного количества белой муки отбираем 3-4 полные столовые ложки муки и перемешиваем. Это будет наша опара. Хорошо перемешанную опару накрываем и отставляем в сторону для созревания. Одновременно с приготовлением опары смешиваем все оставшиеся ингредиенты: оставшуюся воду, белую муку и всю цельнозерновую муку. Если у вас нет спельтовой муки, полбяной, то вы можете использовать цельнозерновую пшеничную муку. Или 10% из нее вы можете также заменить ржаной, если хотите, чтобы присутствовала и рожь в данном хлебе. Как видите, тесто получается далеко не жидким. Создается впечатление, что муку с водой сложно смешать, так как воды не хватает. После аутолиза, то есть как тесто отдохнет, структура его изменится. У меня прошло около 40 минут созревания опары и аутолиза теста. На кухне прохладно, около 19 градусов. И теперь я добавляю опару к тесту и провожу ручной замес в течение 2-3 минут, пока не получу однородное тесто. Во время этого короткого замеса я добавляю еще 15 грамм соли. Остальная соль будет присутствовать в обсыпке. Если есть кухонные помощники, такие как планетарный миксер или хлебопечка, то, конечно, все это можно сделать с их помощью, но я показываю, что и вручную можно испечь очень вкусный, пористый, прекрасный хрустящий хлеб. Этот этап нельзя недооценивать. Чем больше вы замешиваете, тем лучше. Но я выбираю замес около нескольких минут, и этого в принципе достаточно, потому что потом мы еще будем делать небольшие манипуляции с тестом. Укрываем и оставляем тесто для ферментации на столе примерно на полчаса или 40 минут. Далее проводим вытягивание и складывание по кругу. Тесто очень приятное, вы сразу ощутите разницу, что оно уже начало ферментацию. Заметьте, что в тесте нету масла и как хорошо тесто отделяется от миски. Это свойство полбяной муки. Такие вытягивания по кругу проводим до тех пор, пока тесто позволяет. То есть пока оно не подскакивает от миски за рукой, пока оно позволяет себя вытягивать. И оставляем тесто еще примерно минут на 40. Если теплее, то минут на 30. На втором вытягивании тесто уже значительно увеличено в объеме. Стараемся делать вытягивание, не слишком разрушая пузыри внутри. Все-таки пузыри должны остаться внутри, тесто не жмякаем. Ну, разве что края слегка защипываем, чтобы свернуть тесто в колобок.
Вот я вам хочу показать, какое оно приятное и насколько оно классно держит свою форму. Такое вытягивание и складывание длится буквально меньше 1 минуты. Я практически ничего не обрезала. Сейчас, перед тем, как мы будем разделывать тесто, я вам покажу состав обсыпки. У меня кунжут всегда, черный тмин, лен, чиа. И я добавляю всего этого на глазок. Примерно пропорции вам взвесила. Кунжута добавляю больше всего, около 120 грамм. Далее по 70 грамм льна, семян черного тмина и чиа. Пол-столовой ложки крупной соли. У кого соль слишком соленая, да, она бывает разной солености, то регулируйте по своему усмотрению. Также можно добавлять сухой тимьян, разные травы, например, прованский. Очень подходит крупно молотый жареный чеснок. В общем, добавляйте то, что у вас есть под рукой. Если чего-то не будет, тоже не беда. Через 15-20 минут после второго складывания отделяем скребком тесто от миски и выкладываем его на увлажненную водой рабочую поверхность. Да, работаем без муки для того, чтобы тесто сохраняло свою липкость и чтобы подготовленная смесь из семян прилипла. Аккуратненько немного вытягиваем тесто на столе в прямоугольник, для того, чтобы было легче нарезать, и увлажненным скребком для работы с тестом разрезаем его на желаемое количество частей. Я разрезала на 5 полос, и потом каждую часть еще буду делить на 4. Таким образом у меня получится где-то 20 хлебушков. Тесто, в общем-то, не липкое, но для удобства могу порекомендовать смачивать руки периодически в воде, и тогда к рукам тесто вовсе не будет липнуть. Теперь каждый кусочек вот таким, какой он есть, не формуя из него колобок, отправляем в смесь из семян и обваливаем заготовку со всех сторон. После выпечки, когда вы едите этот хлеб или когда вы его разрезаете, семена немного обсыпаются. Незначительное количество, но если вы хотите, чтобы обсыпалось как можно меньше, то заготовку теста можно перед обсыпкой в семенах отправить в сладкую водичку. То есть смочить ее сладкой водой, а уже затем в семенах. Тогда обсыпка прилипнет надежней. Но я этого не делаю. Я даю обсыпке хорошенько прилипнуть и выкладываю на пергамент на твердую подложку, с которой пергамент с заготовками плавненько съедет в горячую духовку. Отдохнувшее на столе тесто очень расслаблено, и потому вам может захотеться защипнуть края. Так тоже можно сделать. Тогда при выпечке из-за резкого роста теста и из-за созданного поверхностного натяжения хлебушек красиво лопнет. И это будет очень аппетитно. Так тоже можно сделать. Поскольку у меня духовка по площади противня больше и шире стандартной, то у меня получается 2 закладки таких хлебушков. Если у вас стандартная духовка шириной 60, то у вас получится наверняка 3. Расстойки почти не было, около 15 минут, и я загружаю заготовки в предварительно разогретую до 250 градусов Цельсия духовку. Режим выпечки вверх-вниз, время выпечки около 17 минут. При подрумянивании я уже могу включить режим конвекции и немного убавить температуру, чтобы семена не горели. Только посмотрите, какой хлебушек. Перед отправкой в духовку второго противня с заготовками не забудьте повысить температуру. Чем выше температура, тем резче они подымутся. И после первых 10 минут выпечки на высокой температуре можно уже ее потом понизить до 200 или до 180. Для остывания я всегда укладываю хлебушек на решетку, так он не запотевает и сохраняется сухая корочка. Ну и вторую партию хлебушков я также выкладываю сверху до полного охлаждения. Корочка у горячих хлебушков более хрустящая, а у остывших уже мягкая. Ну и давайте посмотрим на мякиш. Я бы сказала, что этот хлебушек на все случаи жизни. С ним очень вкусно готовить сэндвичи. Его можно к супчику, к котлеткам. С ним даже бургер будет очень вкусным.
Ну и чтобы у нас дома был всегда свежий хлеб, я пеку один раз много хлеба и после его полного остывания отправляю в пакеты на струне и храню в морозилке. Разогреваю в тостере, иногда если очень срочно нужно и прямо на сейчас и без хрустящей корочки, то в микроволновке. Но это я меньше люблю. Важно из пакета убрать весь лишний воздух, чтобы хлебушки не подсыхали. Ну, конечно, удобнее всего индивидуально паковать каждый хлебушек. Терпите, терпите, девочки, видео уже почти закончилось. У меня уже глубокая ночь, а я все еще сижу за компьютером и смотрю на этот хлеб. И думаю, чего я вам еще не показала или недорассказала. Но эти кадры я не могу убрать. Ну как можно убрать такую красоту? И сейчас я вам покажу тарелочку, которую я часто формирую себе на обед. Я припекаю на сухой сковородке практически куриные котлетки и нарезаю себе вкусную хрустящую булочку примерно весом 50 грамм с овощами. Это очень вкусно. Надеюсь, видео вам понравилось. Если так, не забудьте отметить его лайком. Подписывайтесь на канал Оксана Леви, кнопочка внизу. Включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а мы с вами встретимся очень скоро в новом видео.